Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня. В отсутствие мужа я тоже время зря не теряла. Познакомилась с очень интересным мужчиной, который и поделился этим рецептом. Посмотрите, какая красота! Это мои новые баночки здоровья. Быстро, просто и очень вкусно. Интересного мужчину можно увидеть в конце видео. Даже Сережке моему стало интересно. Конечно, сейчас увидим. Да, так что, Сережечка, почаще дома будь, а то кто его знает, как жизнь сложится. Ставьте лайки, друзья, и продвинемся. Все будет быстро и просто. Берем банки, обычные чистые банки, у меня литровые. Засыпаем примерно чуть меньше полстакана чечевицы. У меня это, я вот не знаю, друзья, это зеленая или красная. В общем, вот такая вот. Сюда ее. Во вторую баночку смесь. Кстати, эту смесь мне и принес этот интересный мужчина. Здесь маш, семечки, пшеница, тоже чечевица и соя. Соя. Сюда. Не сильно много, примерно хорошую такую горсть. Вот так будет достаточно. А в эту баночку, друзья, я насыпала семечки льна. Тоже хочу их попробовать прорастить. Все. Содержимое банок нужно помыть. Как я это делаю? А просто вот так вот беру. Благо у меня в кране течет чистая вода. Заливаю. Сверху ситечко. Переворачиваю. Сливаю воду. Вот так вот стучу, друзья. Полный мастер-класс вам. И заливаю теплой водой. Такой тепленькой, приятной. Почти полную баночку. Все, отставляю в сторонку. Чечевица. Проделываю то же самое. Хорошо мою. Ситечко. Сливаю. И заливаю водичкой. И эту баночку также. Банки ставлю прямо на кухне, на столе. Сверху баночки прикрываю. Это можно сделать вот такой вот крышкой с дырочками Сережкиного производства, чтобы воздух выходил. А можно просто сверху марлю или бинт и резинку богатства. Все. С этой баночкой поступаю так же само. Оставляю баночки для того, чтобы содержимое набухло. Это примерно 10-12 часов. На следующее утро баночки помутнели. Видно, что крупа в них набухла. А лен, друзья мои, даже прорастать начал. Интересная вещь. Теперь нужно слить воду. Там, где марля, друзья мои, можно сделать прямо вот так вот. Наливаю водичку. Хорошо ополаскиваю, чтобы она была прозрачной. Снова сливаю. Хорошо сливаю. Все. Оставляю баночку для прорастания. И все же, друзья мои, каждый день утром и вечером я буду промывать. С остальными проделываю то же самое. Наша смесь. Держу. Выливаю. Снова немножко промываю. Минимум времени, максимум удовольствия и здоровья. Выливайся, водичка. Все, пусть прорастает. А вот лен нужно слить на ситечко. Он такой липкий, скользкий. Ну, конечно же, он пустил свои соки. И все же проверю, что с него получится. А я вижу уже, что с него получится все хорошо. Он еще быстрее прорастает, чем все остальное. Видно, да? Видно. Вообще класс. Сколько здоровья и полезностей. Тоже можно в салат, коктейли, все что угодно. Я еще на сутки его оставлю. Баночки ставлю на место и жду. Благо, друзья, у меня уже есть заготовка. Теперь эти банки всегда у меня целые и полные. Посмотрите, какая красота. Этим 4 дня. Конечно же, немножечко они уже и переросли. 3 дней будет вполне достаточно. И в этой баночке, там где смесь. Сейчас покажу.
И сейчас, друзья, покажу вам два интересных рецепта с этими проростками. Давай коктейль сделаем. Да, для тебя коктейль, а для меня вкусный витаминный салат. Отлично, поехали. Весна на улице, хозяюшки мои, расцветать нужно со всеми деревьями и цветами. Погнали! Берем одну из баночек, можно взять эту или эту. Друзья, вкусно совсем, но лично мое мнение, чечевицу, она более сочнее и хрустящая, лучше добавить в салаты. Поэтому возьму смесь и хорошо промою под холодной водой. До прозрачности воды нужно промыть. Беру чашу измельчителя, хорошую горсть. Сейчас вам, Сереж, покажи, пожалуйста, какая это красота и сколько здесь здоровья. Друзья мои, это все живое. Все живое. И сюда. Оп. И дальше полет фантазий. Можно добавить орехи, семечки, сухофрукты сюда. Я люблю добавить сельдерей. Кстати, часто делаю еще и с фруктами из морозилки. Вишня, черная смородина, что есть. Сюда. Воду. А примерно стаканчик. Накрываем. Опа. И измельчаем. Все, секунда дела. И поверьте мне, вкусный витаминный коктейль готов. По желанию можно добавить соль, мед, все, что любите. Ну, мы так, натуру, да? Смотрите, опа. Сколько здоровья в этом стакане. Это точно. Сережечка, готовься. Сейчас будешь дегустировать еще раз. Ему понравилось. Вообще шикарная вещь. Ваше здоровье, друзья мои. Будьте здоровы, цветущие, радостны, счастливы и позитивны. Быть За мир добром. во всем мире. Да. За мир во всем мире. Пробуй. Это уже сегодня немножко другой вкус. Вкусно? Да. Видишь, какие у жены полезные знакомства? Да. Такой, да. И сейчас покажу интересный салатик с этими отростками. В миске смешиваю 1 чайную ложечку французской горчицы. Кстати, друзья, я делаю ее сама. Рецептом я делилась. Ссылочку оставлю под видео. Сюда немножко растительного масла. У меня ароматное. Столовую ложку. Грейпфрут. Очень люблю его в заправках. Сюда. Выдавливаем. Ой, хорошо. Все хорошо перемешиваю с помощью венчика. Чтобы аж побелело. Эмульсия, чтобы получилось. Да, правильно, Сережечка, правильно. Все, друзья мои, рука устала. Вот такая вот штучка получилась. И сейчас тоже полет фантазий. У меня сегодня будет редисочка. Прямо сюда. Пусть уже начинает мариноваться в соусе этом. Он очень вкусный, кисло-сладкий и приятный. Сюда же огурец. Вот так, годы тренировки, как огурцы можно нарезать. Ну да, иногда пишут мне, как вы нарезаете на весу. А я на доске не понимаю, как можно нарезать огурец и редиску на доске. Наша чудо-баночка. А вот так вот, щедро. Они такие сочные, хрустящие, прям ням-ням-ням. Еще. Здоровья много не бывает. Соль по вкусу. И все хорошо перемешиваем. Вот, друзья, самый элементарный, простой и полезный салат готов. В идеале дать ему поставить хотя бы 5-7 минут. Класс. Сейчас я вам похрумкаю, друзья, и помычу от удовольствия. Беру большую ложку, салат и по назначению. Приятного тебе аппетита. Во! Полезно, вкусно. Дать? Конечно, дать. Открывай. Это вкусно. А сам соус чего стоит? Класс. Ставьте лайки. Ну, мы продолжаем. Да, сейчас еще пару ложечек. А что ж тогда на ужин мы оставим? Сейчас же.
А если вдруг ваши баночки уже хорошо проросли и вы не съели, тогда, друзья, можно смело накрыть крышками и убрать в холодильник. Тогда все процессы роста остановятся, и в течение пару дней можно их там выдержать. Поехали в холодильник. Ой, у нас тут прямо изобилие места. Пополнять нужно, Сережечка, холодильничек пополнять. Сейчас, друзья, поделюсь очень хорошим способом поднять настроение, поднять энергию, справиться с стрессом, познакомиться с красивыми, приятными мужчинами. В общем, давайте все по порядку. Ставьте лайки и начнем. Упражнение. Я это сделала. Да, я тоже высу.